Как наиболее кратчайшим путем вы можете прийти к торговле без вот этой, знаете, аналитической шизы, можно так сказать, без вот этой технической макулатуры, которую мы изучаем годами как трейдеры, но в итоге не находим практического применения ей. И в этих видео я буду показывать, как наиболее простым способом вы можете прийти к результату. Это действенный способ, рабочий способ, и это будут сессии в реальном времени. Что я делаю? Первый, второй, третий, как я прихожу к решению, и как вы можете это делать. Какие инструменты я использую, какое время лучше торговать, какое время наибольше вероятно заработать, на каких символах, на каком таймфрейме, какие стопы лучше, какие тейки лучше. Вы представляете, какая это концентрация полезности для вас? Мы смотрим же на график, видим какие-то сигналы, паттерны, какие-то индикаторы. И чтобы произошла сделка, чтобы мы открыли сделку, у нас эти раз, два, три точки должны, скажем так, совпасть. Да? Эти пазлы, да, должны объединиться в единую картину. И первое, мы это делаем сами, мозаику это собираем. Второе, это делает алгоритм. То есть алгоритм берет это, так он смотрит, по евро-иене или по золоту совпали все условия, или по акции Сбербанка совпали все условия. Аркадий, посмотри на акцию Сбербанка или там на золото, вот сейчас в 10.20 совпали все условия. И buy точка хорошая, 1962, ну вот сейчас, например. По поводу времени торговли, то есть когда я работаю с рынком. Если Европа, это около 9:30, 9:45 я уже у экрана готовлюсь к торговле, это время московское. И где-то до 12 по Москве, то есть 2 часа. Больше в европейскую сессию в принципе делать нечего. То есть это получается, грубо, с 10 до 12. Да. Я стараюсь в период с 10:30 до 11:30 находить точку входа, 1-2, все, и заканчивать торговлю. Это, как правило, быстрый вход, прибыльный вход, с меньшей энергозатратой, с меньшими затратами времени, с меньшим риском в плане удержания позиции, потому что когда ты зашел в позицию, она спит, то есть рынок не ходит, но ты ждешь, когда она дойдет до этого тейка, и она занимает, во-первых, маржу забирает, да, определенную. Ты, может быть, хороший сигнал на другом символе, да, а ты здесь застрял в этом сонном рынке, поэтому я торгую именно вот в эти периоды высокой активности рынка, чтобы быстро конвертировать свои действия в профит. Поэтому время имеет критичное значение, и если вы будете торговать вот в этот период в Европу, вы будете очень вероятно делать профиты, зная, да, как их делать, через какие-то индикаторы, сигналы, систему, стратегию. Американская сессия, здесь побольше надо брать промежуток, потому что здесь две биржи основные, да, это Европа и Америка, они сливаются, самый такой сочный для трейдеров период, поэтому здесь у нас получается с 15, наверное, 15, то есть 15:04 в 3 надо уже быть там, и до 6. Позже 6, на мой взгляд, делать нечего, максимум полседьмого, то есть вот 3 часа. В 15:30 выходят новости по Москве, самое время, когда вы можете очень быстро заработать, и потом в 16:30 это открывается биржа в США. Соответственно, вот этот период 15:30, 16:30, 17 до 18:30, вот эти 2 часа, золотые часы считаются в трейдинге, на рынке акций, валюты, фьючерсы, форекс, что еще не назвал, крипта, все что угодно, все будет двигаться лучше, чем это двигается, скажем, в другое время. В чем проблема новенького трейдера, который начинает изучать рынок? Когда у него есть сигналы, он не может их поместить в правильные обстоятельства, в правильную ситуацию, чтобы извлекать деньги. Потому что сигнал — это хорошо, но это неэффективно, если ты не можешь его поместить в правильные условия, кондиции, где он оживает, где он приобретает силу, где ты можешь быстро извлечь прибыль. Вот это почему-то многие забывают и об этом вообще не говорят. Сигнал, паттерн, какой стильный паттерн. Ага. Дно, вершина. Я вам дам ситуацию, где дно, вершина вообще не отрабатывает, только слив один. И ситуацию, где делает сумасшедшее количество профитов. Если трейдер это не фиксирует или не знает, то, естественно, он может попадаться на те ситуации, да, которые сливают. Или 50/50, и в итоге быть нулей и сказать, что что-то не работает, дно, да, какое-то, да, там, или какой-то паттерн. То есть нужно поместить в конкретные условия, в конкретные обстоятельства.
А вот когда ты знаешь четко, когда у тебя есть решение, когда его нет, все становится просто очевидным. Вот понимаете? Вот вы говорите, мне непонятно, как действует правый край графика, да, или я не знаю, непонятно, есть у меня сигнал, нет у меня сигнала. Да сделай просто ясным свои решения. Когда ты входишь, когда ты не входишь. То есть бескомпромиссно торгуешь. Потому что если ты будешь каждый раз правый край графика пытаться договориться с самим собой, или как-то, вот, или мучиться, страдать, это ни к чему не приведет. Это приведет к твоему дальнейшему, так знаешь, как защемлению, зажимам. Поэтому вам нужно сделать настолько ясным, чтобы вы не испытывали никакого сопротивления.